Всех широко приветствую, сегодня поговорим о риске. Риск каждодневно встречается в нашей жизни, в маленькой степени и, скорее всего, весьма несерьезно. Но, думая о риске, мы думаем о больших ставках. Один раз поставил, и все, ты в шоколаде. Ребят, ставим десяточку. Просто, но уверенно, вся. Танцуем. 110 700. Просто хочу сказать, да пошло все. Вот это работы, настройки, еще где-то. Скачайте все уже бот. Самолеты, рубите бабки, блядь. Сколько людей не корми рассказами о игроманах и о людях, которые остались на обочине жизни, все равно статистика рискующих неудачников ежедневно пополняется. В общем, мы не хотим учиться по истории, по примерам, над ошибками дураков, мы сами хотим быть дураками. Бескомпромиссно можно рисковать только теми средствами, с которыми вы можете полностью безболезненно расстаться. Практически у каждого человека в жизни бывает некая рисковая сделка, которая максимально приятно полыхает благоприятным исходом. Но люди, которые наиболее редко встречаются с рисками, могут быть максимально жестоко распяты над этим. Где-то бы вы за это заплатили деньги, а это я вам сейчас расскажу бесплатно. Люди наиболее хорошо что-то запоминают, если это связано с эмоционально, с чувственным окрасом. Ну как так можно, ёб твою мать, проиграть все деньги в рот, блядь? Если информация для человека идет под максимальными эмоциями, то он с наибольшим шансом это очень хорошо запомнит. И я так думаю, уже вследствие всего этого и нужны примеры в рассказах. Я ебал гниду эту в рот, блядь. Это либо для тех, кто не может понять по рассуждениям, по повествованию, по логическим цепочкам, им нужно больше на пальцах объяснять на примерах. Но и также примеры хорошо вызывают чувства и эмоции. Потому что наиболее, наверное, здесь развиты ассоциативные связи. Вследствие чего даже в моем видео будут представлены то сложные, то более простые примеры. Выживает сильнейший. А у вас слабая карта. Отвечаю. Сумма этого банка 115 миллионов. Все на черное. Успешные, независимые, статные мужики. Какой классный образ. Настоящему мужчине вообще не страшен риск. Все на черное. Ну зачем так делаешь? Как я столько делаю, блядь? Жадность, жажда добычи, эйфория. Одна из самых больших ошибок, которые вы можете совершить в данном вопросе, это руководствоваться лишь своими чувствами. Можно долго приводить примеры, порицать больных людей на риске, но здесь ключевую роль играет опыт и воспитание. Банально, если до вас не доходит, можно взять маленькое количество средств и соинвестировать их в казино в ноль. Обычно так и происходит. Почему-то в большинстве к синониму риска ассоциируют казино, но там настолько маленький шанс на вашу победу, то что это назвать и риском толком-то не получится. Ну а люди, которые чаще всего встречаются с рисками, могут контролировать свои потенциальные расходы, вследствие чего обеспечить наиболее благоприятные неудачи. И если представить хорошее будущее мамой и папой, то в этом будущем они не будут сиротой. Во всем этом главное, как выражается, риск-менеджмент. Даже представив то, что на вашу победу коэффициент будет 9 к 1, на радостях вы поставите почти все, что вам дорого. Самое дорогое, что у вас есть, чтобы приумножить это в 9 раз, грубо говоря. Но, а что если все-таки вы проиграете? Вы потеряете все.
Пускай на вашем выигрыше будет 90%, но эти 10% не испаряются на фоне 90%. Они просто малозначимы, но при этом могут все равно преобладать. Надеюсь, в очередной раз я смогу укрепить позицию того, что когда вы рискуете, вы должны грамотно рисковать и быть готовым расстаться с тем, что у вас есть. И несмотря на какие проценты, какая награда в потенциале может вас ждать, вы должны быть готовы расставаться с тем, на то, что вы поставили. Отдельная с этого порожденная тематика – это легкие виды заработка, типа всеми любимый фриланс. Сиди дома, зарабатывай миллионы, потому что ты современный и очень умный. Это правда, но ты не современная, а того, что сидишь в Инстаграме. И не умный, потому что наткнулся на темку от очередного инфо-цыгана. Здесь ситуации бывают разные, от абсурда до продуманных скам-проектов. Это уже отдельная тема, но с риском здесь есть общее, что рискнув на легкие деньги, вы останетесь без времени, без настроения и может быть даже без потерянных денег. Хорошим людям всего хорошего, так что до новых встреч! Тема довольно-таки интересная, над ней можно рассуждать. Что, если касается риска, который просто неизбежен? Если вы не рискнете, то закончится ваше существование, без которого вы не можете. Тогда рисковать и вовсе придется. Что, если награда настолько большая, а ваша ставка настолько маленькая, но при этом шансы-то не в вашу сторону? Должен же быть какой-то баланс. Можно ли рисковать? Но здесь, скорее всего, стоит поставить то, что не жалко. А если дадут шанс побольше, то что вы выиграете? Но при этом такая сделка больше у вас не будет. Например, $100 превратить в 100 раз больше. И вы на радости, допустим, половину бюджета своего посвятите в это, но все равно уже вы можете потерять. Так что и здесь это правило никуда не уйдет. То, что нужно рисковать тем, что не жалко. А вот рисковать ва-банк, наверное, если и стоит, только в том случае, если вы не можете этого избежать. Казино вообще, там же очень большие риски. Если и греет, наверное, в какой-то степени это ваше сознание, то стоит сходить и потерять то, что не жалко. А там, когда теряют миллионы, и богатые при этом, они богатые же не от казино. А то, что им не жалко вот эти суммы потерять. Тут что главное? Тут думать самое главное. Ученого не так тяжело провести, как обывалу.